Я не знаю, что это, но выглядит интересно. Я думаю, минимум десяточек мест надо будет осветить. Оно работает. Там лилии цветут. Что, кто раков ел, тот справился и с лобстером? Приехали в Лондон, направляемся в свой отель. Проезжаем Британский музей. Остановились в Great Scotland Yard отеле. Сейчас надо зачекиниться. Прямо находится рядом со Скотланд-Ярдом. Комната 303. При входе шкаф, стилизованный под полку с книгами. Кровать, балкон. Буфет. И вид на здание напротив. Камин и телевизор. Птички в коробочках. О, спичечные коробки. Да. Батарея. Угу. Оп, здесь душ. Оказывается, это новый отель. Всего открыли буквально, он сказал, по-моему, в декабре. Мы находимся в бывшем основном здании Скотланд-Ярда. Снаружи оно осталось таким же, а внутри его переделали под отель. При повторном рассмотрении туалета, блин, здесь даже автоматический свет чуть-чуть стал более темным. Вот душевая, тропический дождь. Дождь, душ и окно. Но самое интересное, это еще вот такая штука. Им можно управлять. Короче, как-то можно управлять. Вышли на прогулку. Перед нами Трафальгар Сквер, Трафальгарская площадь. Пересечение очень многих улиц. Все помните, как в школе учили топики о Great Britain, да? Лондон is the capital of Great Britain. Одно из основных мест, которые там описывались, как раз было Трафальгар Сквер. Также Биг Бен, Букингемский дворец. И все эти места мы постараемся посетить и показать. Я думаю, минимум десяточек мест надо будет осветить. И будем возвращаться каждый раз к топикам по английскому языку про Лондон. Впереди вот это слева здание, я на него навелся, это Казахстан Хаус. Также вон флаг Бразилии висит. Гуляем по Лондону, сейчас поворачиваем направо. Идем до улицы Пикадилли. Это еще одна улица, о которой упоминались английские топики в школе. Ну, красота, ребят. Сейчас еще, наверное, не самый час пик. Людей в центре немного, люди работают. Majesty's Theatre. Очень красивое здание. Его в топиках не было, но не снять его я не могу и не показать. Her Majesty's Theatre, Его Величество театр. Кафе-концерт очень красивый, рядом Hard Rock кафе в таком вот здании. И мы выходим на улицу Пикадилли, все как и обещали. Лондонское метро. Ну, красотища, ребята.
Очень много реноваций идет. Нашли такую небольшую пешеходную улочку, нашли, но красиво, ребята. It's British Apple Season. О, яблочный спас у них. Так же, как у нас недавно был. Я был в Лондоне один раз пролетом. У меня пересадка была. Я ночевал ночь в отеле и утром улетал. Конечно, у меня не было времени там по Лондону гулять. Даже не помню, гулял, не гулял. Вообще ничего не помню. Но сейчас приехал. И относительно Манчестера, конечно, контраст. Ну и центр Лондона, это, конечно, прям пахнет историей. Он, с точки зрения вот исторических зданий, он очень похож, наверное, на Рим, но при этом он более, как сказать, аккуратный, что ли. Ну, людей мало, наверное, из-за пандемии. Красота неимоверная. Угловой домик с цветами. И паб. Это лучший дом для семьи. Женщинам цветы, мужчинам паб. Вы слышите, как кричат протестующие в Англии? Нашли китайский квартал в Лондоне. Ну, по крайней мере, много азиатских ресторанов. Вот вьетнамское кафе. Да, это Чайнатаун. Чайнатаун, Лондон. Ну а сейчас мы направляемся посмотреть Биг Бен и попасть на колесо обозрения, посмотреть на Лондон с высоты. Друзья, ровно за мной находится Вестминстер Эбби или Вестминстерский дворец или аббатство. Это церковь Святого Петра, которая была основана в 1065 году. Это еще один памятник архитектуры и место, которое необходимо увидеть в Лондоне, которое описывается в тех топиках, которые мы учили на уроках английского языка. Биг Бен весь скрыт, но мы можем видеть циферблат. И здесь же у нас Лондон Ай или колесо обозрения, на которое мы сейчас постараемся попасть. Оно работает. Вестминстерский дворец или Вестминстер Эбби со стороны реки Темза. Мы переходим через мост. Лондонская чайка. Вон на ней даже кольцо какое-то есть. Закончили мы нашу экскурсию на колесе обозрения Лондон Ай. И мы на земле. Сейчас выходим. Шотландская волынка. Сзади меня как раз Вестминстер Эбби.
И вот то, что мы смотрели с колеса обозрения, это Вестминстерский дворец. И сейчас мы направляемся в Букингем Пэлас, Букингемский дворец, где сейчас живет королева Елизавета. Ну и вот так вот выглядит английская будка. Отсюда, наверное, все еще можно позвонить. По дороге в Букингемский дворец зашли в Сент-Джеймс парк, или как-то так он называется. Короче, большой парк, красивый, народу мало, огромные деревья. Человека 4 надо, чтобы его обхватить от этого дерева. В парке небольшой пруд. Там лилии цветут. И много разных уток. Не знаю, цапли, черные лебеди, гуси. В Сент-Джеймс-парке пеликаны уже живут более 400 лет. Их сюда кто-то завез, они здесь поселились, им понравилось. И они здесь живут, размножаются, питаются, их никто не трогает. Так что балдеет. Этот парк, он один из немногих, из 8 парков, которые находятся в центре Лондона. И этот парк, он находится прямо перед Букингемским дворцом. Перед нами Букингемский дворец. Букингемский дворец – это официальная резиденция, как я уже говорил, королевы. И когда она находится в здании, над зданием развивается флаг. И мы сейчас подойдем и узнаем, есть ли королева в здании. Букингемский дворец был построен в 1703 году для герцога Букингема. И в 1762 году его уже приобрели для монархов. Мы практически подошли к Букингемскому дворцу, и в парке через прогалину между деревьями видно колесо обозрения, на котором мы сегодня катались. Стало интересно, водится ли здесь рыба. Перед нами Букингемский дворец, а перед ним золотая статуя на постаменте, это мемориал королеве Виктории. И справа находится Грин-парк. Сейчас мы идем по Грин-парку. Сзади нас Букингемский дворец. Вот он. И с другой стороны дороги, сразу за Букингемским дворцом, начинаются сады Букингемского дворца. Поднявшись вверх между двумя парками, Грин-парком и садами Букингемского дворца, мы подошли к арке Веллингтона, которая была построена в 1825 году в честь победы в наполеоновских войнах. И также она ведет к Конституционному холму, поэтому ее называют Конституционной аркой. Пешеходный переход, он же вроде бы вход в метро.
выходим на улицу Пикадилли. Друзья, мы сейчас на время обеда зашли в местный ресторан с сифудом, то есть морепродуктов. И вот здесь написано, что каждый день их закупщики едут на рынок и покупают свежую рыбу, морепродукты, там, креветки. Вот. Поэтому мы сейчас заказали 2 блюда, такие, которые мы между собой будем делить. И мы посмотрим, что интересного они нам принесут. В одном блюде будет лобстер и 6 устриц, просто на льду лежать, это как закуска. И потом будет тарелка с жареным местным сифудом. Так что посмотрим. Такие вот местные устрицы. Вот такой вот лобстер с моря. Сегодня будет пойман. Пробуем местную устрицу, называется джерси. Добавим соусом. Маленькая вилочка. И сам моллюск. Вкусно, модно, современно, молодежно. Второе. Немножко этого соуса, немножко табаско. Прям пару капель. Это будет мощно. Интересно, пробьет он слезу? Отлично. Ну что, кто раков ел, тот справился и с лобстером. Давайте посмотрим, как правильно ему выломать клешню. Не хочешь воспользоваться? Клешня лобстера, ребята. Наш рак вкуснее. Если бы еще раки были такого размера, они бы по всему миру разлетались. Но, говорят, самый вкусный лобстер — это хвост. Берем хвост, макаем соус. Да, это вкусно. Еще раз заходим в китайский квартал. Утку я хотел поесть. Пришли в китайский квартал, заказали пекинскую утку. Сейчас будем ее пробовать. Ань, ты не хочешь блинчик взять? Берем блинчик, берем огурчик, вот порей. Берем соус. Именно сама вкус, мне самой вкус утки был очень интересен. И она очень-очень вкусная. И хрустящая, вот эта вот, очень хрустящая. Наверное, так? Вкусно? Прям очень. Лондон, Чайнатаун, ресторан Four Seasons. Как сказали местные китайцы, что здесь самая лучшая утка. Поели утку в Чайнатауне. На сегодня хватит, потому что целый день на ногах. Пойдем домой, ну или домой в отель. Отдыхаем, завтра летим в Москву. Ну все, мы в Хитроу, терминале номер 2. Сейчас отсюда отправляется Аэрофлот. Готовы лететь домой, наконец-то. Нас там ждут. По просьбам одного из подписчиков попробовать London Pride. Я уже нахожусь в аэропорту. Мы вылетаем, заказал себе fish and chips, заказал пинту London Pride. Это получается L. Мягкий бархатистый вкус. Что такое?
Немножко такой с горчиночкой в конце. Классно, спасибо за совет. Отлично, традиционная английская еда. Fish and chips. Рыба с чипсами, еще обычный такой соус для рыбы, зеленый горошек. Короче, красота. Рыба — это хедоп. Не знаю, как переводится. Знаю хедоп, треска, хедоп не знаю, что такое. Но это очень вкусно, очень вкусно. Я сейчас для вас разрежу. Пополам. Вот такая вот рыба. Это вкусно. На отлете за ночь, чтобы оставить. Привезти с собой частичку Англии, найти фиш энд чипс. Все, до встречи.